Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре второй левел, прем-танчик, да, легкий танк, нации Германия, вот. Такой интересный у него корпус, он прям вот на танк похож. На втором левеле уж тем более, да и на третьем встречаются всякие чудики. А этот похож на танк. И мне он нравится. Хорошо сбалансированная машина. Я рекомендую каждому танкисту этот танк иметь в своем ангаре, потому что на нем можно играть, на нем можно воспитывать скилл игры на средних танках, начиная уже со второго уровня, потому что стиль игры на этом танке, он напоминает уже игру на более старших левелах. Ну давайте все и по порядку, чем же он так хорош, может быть у него какие-то минусы есть. Предлагаю отправляться посмотреть collision модель бронирования данного агрегата. Идем. Итак, вот наш МКА. Смотрим быстро, сейчас поймете почему. 27. 33 рикошет пишет система, но есть угол ВЛД, да, подбашенная рубка 25, 25, 25, вот, боковое бронирование 18, он даже что-то может иногда танковать от борта, рикошет системы пишет, но и так, опять же, эти рикошеты пишет система против всяких там больше пулеметных очередей, нежели каких-то пушек, но что-то будете танковать, ВЛД от борта под определенным углом. Но в целом, конечно, обычные пушки вас будут рвать везде абсолютно и даже в маску, да. А вот пулеметы где-то рикошетят. Щеки подбашенные рубки. Видели, тоже рикошет. В целом-то брони нету. Что у нас с пушкой, давайте смотреть, идем. По пушке. Пушку у нас с альфой 55, и это в принципе неплохо для легкого танка. Бронепробитие основным снарядом 50, голдой 78. Заряжается орудие, вот, конечно, немножко, как по мне, долго, 3,8 секунды. ДПМ 868, разброс 0,42. Время сведения 2,3 секунды. По пушке есть моменты неприятные. Это время заряжания орудия, да. Но ваша подвижность и, конечно, скилл позволит на этом танке нормально настреливать. Ладно, дальше пойдем по оборудованию. Сюда однозначно рекомендую ставить турбину. Почему? Потому что у нас с турбиной максималка 44 вперед, 17 назад, всего лишь почти 18 лошадей на тонну. И вот на этом танке реально нет той скорости ЛТ, которая быть должна. Это ведь у нас легкий танк элитный, но с уважением там прям он не очень сильно подвижен вперед. На месте крутится нормально, а вот максималка вперед такая себе, и набирает он у нее вяло, да. По снаряду у нас что голда, что обычный снаряд здесь бронебойный, летит 750-750 одинаково. Конечно, стрелять по подвижным целям нужно с упреждением, к этой пушке нужно привыкать. Вот. А по снаряжению стандартный ставим сюда ремку. Экипажа здесь 4 члена экипажа. Первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт. Вторым перком боевое братство, дальше качать, как показано в таблице. Поставили мы турбину, у нас стала вот такая вот скорость, не 40, а 44, да. Экипаж у нас почти 3 перка. Смотрим. Минус 10 УВН. Здорово. Но вспоминая броню в башне, нам сильно это не поможет где-то отыгрывать от насыпи, укрытий, на рельефных картах. Брони в башне нет. Поэтому на этом танке нужно очень грамотно отыгрывать. А в песке можно это делать, потому что там очень много неопытных игроков. Да? Разброс у нас уже 0,39. Время такое сведение. И не плохое, и не хорошее, среднее. 2,16. Вот, по ХП, по живучести у нас 400 запас, а это второй левел. Это хорошо, 400, это очень хорошо. Запас у вас прочности есть. По незаметности танк маленький, низкий, поэтому вот у меня перк незаметности даже у одного члена экипажа не вкачан, а у меня уже почти 30%. Если будет незаметность прокачан перк у всего члена экипажа, будет где-то в районе 33. Неподвижный и где-то 27 в движении. Это плюс машины. По обзору 336 метров. Нормальный обзор, нормальный для второго левела, позволяет светить. Почему же мне нравится этот танк?
Не знаю. Вот, видать, привык я на стандартных СТ-шках играть. Этот танк реально напоминает СТ-шку по скорости, по пушке. Вот. Все в нем мне нравится, не знаю. Вот мне он зашел. Попробуйте вы на нем покатайте, может и вам зайдет. Если особенно уж вы слазите со старших уровней, я думаю, стиль игры на этом танке будет напоминать реально старший левел. Предлагаю уже отправляться в бой, пощупать, подергать за рычаги, посмотреть преимущества, недостатки этого танка боя. Погнали. Итак, Руинберг, МК обзор. Танчик немецкий, прем танчик второго левела. Вот. Сейчас мы его будем тестировать. Хорошая машина. Блин, чем-то он похож вот на своего старшего сверстника Леопарда, даже не знаю. 10 уровня. Ну шучу, нет. Так, поедем налево в город. Сейчас мы его попробуем, да. Наш МК. Хороший прям танк, плохой, сейчас все узнаем. Сейчас будет весело. По подвижности на месте меняемая. Скорость максимальная, кусок дерьма. Набирает он ее тоже достаточно лениво. Так что этот танк не прям про супер подвижность. Но он едет хотя бы, что-то да едет. То есть такой показатель ближе к минусу. В песке-то нам подвижность хорошая нужна, а у нас ее нету. У нас ее нету. Оп, сныкались. Враги повсюду. Шрам останется за гнетение. Это мне нравится. Пофармили уже. Получи. Фармим. Миленько. Хорошо пошло. Получи. Вот это громадина. Хорошо пошло. Так. 400 кадаги уже дали. Миленько. Это мне нравится. Ну вот, Хорошо хорошие точно пушки. пошло. Все, взорвали все. Можно вперед чуть-чуть выдвигаться. Так, 560к дали. Ну, интересная машина на самом деле. Пойдет. Так, счет 4-4. Враг уже близко. ПЗ-38H едет, всех убивает. Пофигу вообще. Мороз. Красавчик. На зеленке у нас дичь творится. ТКС-20 ко мне навстречу едет. Я думаю, мы его передамажим. Хотя это прям танк тоже. Пулеметный.
повсюду. И это все? Это мне нравится. Вывел его из строя. Получи! Враг уже близко. Тихо. Вы что там? С ума посходили? Все, ребят, светите. 700-800 дали. Добили. Было ваше, стало Ну все, вот наше. такой вот аппарат. В принципе, только можно отметить его минус, это подвижность. Было бы подвижности побольше, было бы поинтереснее. Враги повсюду. Шрам останется, загляните. Ладно, 840 даги пойдет. Пойдет. 2 фрага. Танк интересно, играть на нем можно. Он реально будет учить уже играть там на средних танках более высших левелов. То есть скилл на этом танке можно набивать. И если вы только начинаете играть в игру World of Tanks, то эта машина, она такая прям. Отличается все-таки песок от старших левелов. В песке творится дичь, а эта машина, она чем-то по стилю игры напоминает более старший левел. То есть у нас как таковой прям брони нету, нужно отыгрывать аккуратно. Пушка позволяет хорошо дамажить. И это не какой-то там пулемет, да, от которого вы потом просто, ну, на старших левелов его нету, и там другой стиль игры. Этот танчик прям заточен под воспитание скиллов. Вот, мы заняли 2 место, первый нас обогнал всего лишь там на немного. Вот, использовали голду, ушли чуть-чуть в минус. Танк хорошо сбалансированный. Не хватает скорости, да, не хватает. Ну, нормальная абсолютно пушка. Подвижность такая, ну, между плюсом и минусом, среднее значение. Ребят, пишите ваши комментарии, если у вас МК. Нравится ли вам на нем играть в песке, какое вы на нем используете оборудование. Прожимайте жирные лайкосы. Вот, подписывайтесь на канал, а танку мы ставим зачет. Хороший танк, прям. Однозначно в коллекции можно иметь, на нем можно нормально играть, дамажить, все такое. Вот. Все, пока. До новых обзоров. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.